утро. Вот моя. Моя палетка. Уже документы забрали, сказали, будут делать. Такая тут лесопилка. Загружают меня последнюю пачку. В общем, молодцы ребята. Час они прошли, наверное, 30 минут. Полный рэп. Чуть-чуть. О, пошел. Молодец. Ну что, все, ребят, принесли документы, отдали. Быстро тут, оперативно, мне понравилось. Вот, час дня всего по-нашему. Поедем на Привалку. Тоже через Литву, только не в Беняконе, а на Привалку. Вот хочу показать еще, по какому мы документу поедем на Европу. Данный документ называется дорожная книжка ЕКМТ. Ну или проще ЦЕМТ. Что она дает? Она дает то, что вот сейчас будем ехать через Литву, Польшу, Германию. Мне не нужны дозволы пока на эти страны. Вот я поеду по этой книге.
Что дает это? Вот, что заполняется в этой книге? Дата, время выезда, место загрузки, аббревиатура, и место выгрузки, тоже аббревиатура. Потом пишется номер машины, аббревиатура, номер прицепа, аббревиатура, вес в десятых. Вот у меня 22 800, 22,8 и спидометр. Книжка эта вещь хорошая, но есть у нее один минус у этой. Это так называемый короткий центр. Он имеет ограничения, по этому центру нельзя ездить в страны Греция, Австрия и Россия. То бишь, если на обратном пути у меня будет загрузка на Белоруссию, значит, поеду я по нему, по этому центру. Если обратка будет на Россию или на Казахстан, ну, на Казахстан в любом случае ни по какому центру ездить нельзя, я уже буду заполнять дозволы. Они у меня есть. Вот. А центы эти дают, коротких этих очень много выдают, с ограничениями по России на белорусские номера. Без ограничений по России их очень мало. Я когда на белорусских работал, я этих цент без ограничения, может, пару раз-то и видел всего. Но их заполнять надо, вот когда белорусская машина грузится в Белоруссии, всегда дают эту книжку. И вот по ней можно кататься без дозволов. Но на Россию по нему ехать нельзя. Вот. Ну а я сейчас жду, пришлют мне тут маршрут, где тут дозаправиться, на каком. Вот, наверное, уже прислали. Газпроме полные баки и порулю на границу, на привалку. Сейчас почитаем, что они там выслали. Все, покидаем данную пилораму. Поедем работать. На следующем повороте резко поверните направо. Да нет, Маша, направо это на автобан, а он платный. Пора уже привыкнуть, что мы автобанами не ездим. А мы поедем объезжать налево. Платный участок со Щучина до Гродно мы тоже объезжаем. Уже, наверное, сложно найти то, что мы не объезжаем. Доедьте 17 километров. О, теперь правильно. В Гродно на Газпроме дольем полные баки, поедем. На границе посмотрел по гуглу, 60 машин в колейке стоит. Врет, наверное, больше. Приеду на границу, там будет видно. До границы 8 километров. Что тут? Похоже, наша транспортная. Что они хотят от псковской головы? Что-то они его выцепили. Меня не тронули. Короче, мне сейчас надо тут вот заскочить километров здесь за 7
страховую, ну, здание страховой компании и там скинуть свои бумажки в литовскую экспедицию в Вильнюс, чтобы они мне, пока я тут буду змагаться на белорусской мытне. Мытня, кто не знает, по-белорусски это таможня. Чтобы они мне Т1 сделали. Я уже в прошлый раз говорил, что на Литву немножко процесс по-другому. Не так, как на Польшу. На Польше мы на месте там делаем Т1, а здесь нужно скидывать заранее. Там тоже можно на месте сделать, но там это уже за наличные. А здесь наши платят по безналу, со скидками. Ну, все как всегда, в общем. Поэтому вот где-то, сколько мне память не изменяет, здесь, не доезжая, километров уже 5 осталось. А, вон, впереди вижу. Не доезжая границы, там Беняконик почти на самой границе, на заправке, на Газпроме. А здесь вот с правой стороны вон страховая будки здесь, и отсюда сбрасываются документы. Пойду сброшу, ну и порулю в Колейку. Что там? 3:30. У меня 12 часов на все про все. Пройти границу и выехать с нее. Ну что, пойдем со мной, сходим в экспедицию. Главное, чтобы нас с вами оттуда не прогнали. Ой. Никак папку себе купить не могу. И не скажу, что руки не доходят. Вернее, денег нету, руки не доходят. Конкурент поехал. Ай-яй-яй-яй, на одну машину больше стоять придется. Ой, ладно. Нет. Декларация проходите, пожалуйста. Бросить бунасту, это же Да, все правильно. Вот молодой человек вас встречает. Здрасте. Ну вот, снимаю декларацию. Давай сейчас. Ну все. Бумажки выслали. Блин, за это время 3 машины проехало. Ух, мимо еду, так аж сердце кровью обливается. Они же будут впереди меня в коллеге стоять. Ну все, полечу и я. Что там? Сейчас узнаем. Все, ё-моё, только отъехала от этой, так уже и колейка. Охренеть, 3 километра получается. Ого! Это сколько по времени, интересно? В прошлый раз я ближе становился.
короче, буду толкаться, наверное. И где-нибудь, наверное, перед границей надо будет мне становиться на паузу. Потому что... Не 3, 2,5. Все, приехали, называется. Работа на сегодня закончилась. Началось мучение. Ну ладно. Пойду в лес. Будем стоять. Ну что, ребят, что я решил сделать? Решил я не убивать рабочее время тут в Колейке. Поговорил с Андрюхой. Он говорит: Леха, ложись спать. Ну, вернее, не спать, а на 9 часов на паузу. Отстоишь 9. И ночью вся эта Колейка, которая вот сейчас двигается, будет спать. А ты, говорит, спокойно поедешь прямо к шлагбауму. Ну, не прямо, но во всяком случае. Вот она, видите, там идет. Время ты сэкономишь этим. Короче, я подумал, и мы решили так и сделать. Тут вот лесная стояночка какая-то. Тут ресторан там даже какой-то написано. Площадка для отдыха написано тут. Все дела. Вот. Откручу здесь 9 и пойду в ночь. Потому что, говорит, твоих 12 часов тебе не хватит пройти границу. Так что такие вот пироги. В общем, я объехал метров 800, наверное, Колейки. Зарулил на стоянку. Зашторился. Короче. Буду отдыхать. Посмотрю, что из этого получится. Ну, надеюсь, что не прогадал. Ну что, ребят, отстоял я 9 часов здесь, перед границей, на этой стояночке. Ну вот, если видите, что, видите, фура полетела. А когда я остановился, здесь стояла Колейка. Я еще объехал почти метров 800, наверное. Поэтому думаю, что не прогадал, приняв это решение. Что, отобьемся. Страна начала Беларусь. Ну и поедем смотреть, что тут у нас до этой границы делается. Единственное, что минус: час ночи на дворе. Приходится опять в ночь начинать работать. О. Это, я так понимаю, стали стоять те, кто спать лег. Проедьте 1,9 километра. Что Колейка дальше. Это спит народ. Да, у них. А вот уже вон Колейка впереди. Вот это, что моргает, это уже значит те, кто стоят, не спят. А это вот все, которые оттолкались
по обочине и легли спать. Да я бы где-то здесь стоял бы, оттолкавшись до сюда, может, чуть дальше. Ну, тут однозначно это еще, конечно, всеношная. Но все же меньше. И у меня вся смена впереди. Ну, вот это уже, я понимаю, колейка на границу. Вот эти, вот, кстати, вот белгрузы. Вот впереди еще рэв белгрузовский. Вот я их объезжал, когда ехал на эту стояночку спать. Ну, все, теперь будем стоять, будем пытаться взять ее. Ну, тут уже хоть километр остался, это уже легче. Посмотрим, сколько это займет времени. Ой, ребят, это катастрофа просто с этой Литвой. Время 12 часов дня по-нашему. Осталось 4 часа до общего. 11 часов я уже штурмую эту границу. Вот еще передо мной раз, два, вот паркуется 3, ну и еще в елке машины 3, еще машин 6 на оформление. Вот это груженный ряд к литовцам, за ними стоит пустой. Катастрофа, просто катастрофа. Ни хрена литовцы не работают, еле-еле, все так медленно. Я уже думаю, что до Польши мне сегодня хватило времени доехать. Обалдеть можно просто. Вот это хорошо, что я вчера не сунулся. Так вот, вся смена уйдет, только чтобы границу пройти. Вот еще желтенький паркуется, и там уже где-то... Там, по-моему, за желтым красный DAF и я. То бишь, раз, два, три, 4, он 5. И там еще 6. 6 машин, как я и сказал. Кошмар, кошмар. Нет слов, одни мысли. Ну вот я и в Литве. Охренеть, 12 часов. У меня ушло. Сейчас час дня. Кошмар. Осталось 3 часа работы. Добежать до Польши бы сегодня. По идее должен. Тут за 3 часа километров 200 же должен проехать, наверное. Даже до Белостока сегодня не дойду. Ужас, ужас, летящий на крыльях ночи. Лесная стоянка. В Литве на лесной стоянке стал, вокруг машины обошел, назад в кабину вернулся, вот пустые баки.
тут с этим делом ребята ушлые. Сливают мгновенно. Так здесь вот на границе стоять нельзя. И вот тут в этом Друскинин-Кае вот есть тут стоянка сразу, которую знаю. Больше я тут и не знаю. Второй раз в жизни здесь еду. В лесочке тут. 6 евросов. Да, кстати, в Литве дороги платятся тоже по суткам. Вон там на стекле зелененькая такая стоит. Вот ее покупаешь, она первая действительно в течение суток с момента покупки. Ну а вторая и последующие уже действительно, как и, например, в Нидерландах, до 12 ночи. Ну, мне тут проскочить ее, эту Литву, я думаю, что мне хватит и до 12 ночи, надеюсь. 3 часа осталось. Да. Ругнуться по поводу этих границ литовских, это значит не сказать ничего. Потеря времени ужасная. Сейчас наступила суббота. В субботу я сейчас еще проеду, дай бог, до Польши. В воскресенье. Еще не факт, я, наверное, в понедельник еще и не выгружусь. Ну что сделаешь? Зато полные баки. Тонн на 200, ну не 50, вот пускай там тонн на 240 зашел. Мне этого топлива должно хватить сходить туда. И если я там где-нибудь и буду грузиться куда-нибудь, черту на куличке какую-нибудь Италию не пошлют, то мне этой солярки хватит и назад приехать до Беларуси. Вот здесь вот первый паркинг в лесочке Друскинин-Кай, туда городишко. Там 200 метров в лесу заправочка. А так тут больше я и не знаю ничего. Ладно, доковыляли. Доковылять до Польши. Я вот смотрю, в Литве тоже тут вдоль дороги всякой всячиной вот торгуют. Соленьями, вареньями, метелками. Уже машинок 10 я таких встретил. Вот сколько я тут отъехал от границы. 30 километров. Надо на них Лукашенко. Они тоже за грибы налог платили. Как у нас. Придумали. Сейчас все. Собрал по осени грибочков, мухоморов. Вышел на дорогу. Оп. Ласты заломали. Плати налог. Нельзя продавать. Без комментариев. Ну что, приближаемся к польской границе. Кто нас там будет встречать? Контроли всех мастей и расцветок. Он же первый. Как-то он уверенный
Этому мы не понадобились. Но это погранцы. Они тут маленьких выцепляют. Наши враги еще впереди. Когда-то здесь была таможня. Ну вот. Вон, впереди наши враги кучкуются. Тут уже можно стационарный транспортный пост ставить. И днем они здесь, и ночью, и в выходные, и в праздники. Ну, что тут, за паном Алексеем бежишь? Да! До widzenia. Вот меня остановил польский транспортный контроль. Чуть-чуть поздно включил, правда. Ну, это для тех, как они там, как там любят делать так. Что как бы ты разговаривал с контролем. Ну вот вы, можно сказать, сами все видели и слышали. Вот тут еще контроли. Что, сейчас что идет? Господи. Служба цельная еще меня решила остановить. Деска палетна, пан. Литовска. Обложили со всех сторон, сущи. Ну, и что? Где распечатки за 28 дней? Где все? Нет? Так что вот так вот. Они свое проверили, и им не надо лишнего. А даже если по ней полезли проверять режим труда и отдыха, то дали бы бумагу действительную во всех странах Евросоюза. А не только, если в России, значит в России. Заверну-ка я сюда. Нет, не буду заворачивать. Хотел деньги поменять на... Поеду дальше. Так что вот как-то так. Ну, в общем, контроль мы прошли. Поляки посмотрели дозвол, что есть.
И больше их ничего не интересует. Не надо, говорим, распечатки за 28 дней делать. Ничего не надо. То останавливает меня в каком-нибудь Макшане. Ну-ка покажи, как ты по Европе ездил. А, шас. Делать больше нечего. Ну, короче, а мне осталось 53 минуты работы. Блин. Надо, наверное... И вот Сувалки уже скоро. Надо, наверное, перед Сувалками, может, остановиться. За Сувалками там таких стоянок, что я не припомню. Остановиться на паузу. Если тут еще что-нибудь будет.